Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 17 марта, поговорим о народных приметах, поговорим о традициях, поговорим о прощенном воскресенье, а также что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 17 марта. Прямо сейчас ставьте лайк, а в комментариях напишите слово «будущее». И для того, чтобы привлечь счастье, возможно, напишите пару строчек о том, какое вы хотите видеть будущее в ближайшие 3-5 лет. Именно для себя, не для близких, не для детей, не для внуков, а именно для себя. Покажите Вселенной, что вы заинтересованы в себе в первую очередь. Это очень важно. Также хотим всем поблагодарить, кто нам отправляет донаты, кто нас финансово поддерживает. Нам это очень-очень приятно, друзья. Кому интересно поддержать нас, друзья, ссылка есть в описании. Ну а мы с вами начинаем. Итак, друзья, 17 марта православная церковь вспоминает двух великих святых, преподобных Герасима Вологодском, и вспоминает о Герасиме Иорданском. Их жизненные пути отличились благочестием, святостью и божьими чудесами, оставивший неизгладимый след в истории православия. Преподобный Герасим Вологодский был известен своей аскетичной жизнью и строгим подходом к духовной практике. Он посвятил себя молитве, посту и служению ближним, стремясь к совершенству души. Его жизнь напоминает нам о важности посвящения своей жизни служению Богу и людям, о стремлении к духовному совершенству через самоотверженность и молитву. А вот преподобный Герасим Иорданский, в свою очередь, проявил святость в необычных обстоятельствах. Согласно легенде, во время его аскетической жизни в пустыне на помощь ему приходил лев, который каждый день приносил святому хлеб. После смерти Герасима лев, продолжая проявлять свою преданность, умер на его могиле. Это чудо свидетельствует о Божьей защите и невероятной связи между человеком и животным, основанной на истинной вере и божественной любви. Истории жизни этих святых учат нас не только о вере и о благочестии, но и о Божьей помощи, которая всегда рядом с нами. Они напоминают нам, что даже в самых трудных моментах Бог всегда нам посылает на помощь и поддержку через различные формы, будь то через ангелов-хранителей, через святых или даже животных. Поэтому празднование памяти преподобных Герасима Вологодского и Герасима Иорданского призывает нас к обращению к Богу с молитвой и покаянием, к следованию примеру святости и благочестия в нашей повседневной жизни. И мы верим, что мы с вами, каждый из нас, будет вдохновлен и найдет вот то свое истинное счастье и будет стремиться к Божьей любви и милости. Ну а в народном календаре 17 марта этот день получил такое название, как Герасим Грачевник или День Герасима. Герасим Грачевник — это было уникальное название этого дня, которое скрывало за собой многообразные интерпретации и традиции. Возможно, одной из наиболее распространенных интерпретаций является связь этой даты 17 марта с природой и ее цикличностью. Как вы знаете, в марте начинается весенний период, когда природа пробуждается от зимней спячки. Грачи, как символ прихода весны и возрождения природы, в этот период возвращаются из теплых стран и начинают свое гнездование. Таким образом, Герасим Грачевник может быть ассоциирован с приближением весны и началом нового цикла жизни в природе. Возможно, также существовала связь между этой датой и празднованием памяти святого Герасима Вологодского и Герасима Иорданского, чьи имена были связаны с духовностью и мудростью. День Герасима Грачевника отмечался в различных регионах с особым вниманием к приходу весны и связанным с ними обычаями. Один из таких ритуалов включал в себя печь хлеб в виде грачей. Этот необычный обычай не только символизировал приближение первых весенних птиц, но и подчеркивалась важность грача в жизни христианства.
Печь хлеб в виде грачей было своеобразным призывом к весенним трудам и хлебным заботам. Грач, как символ возвращения тепла и роста, становился объектом поклонения и надежды на хороший урожай. Именно этот ритуал, осуществленный с верой и надеждой, призван был привлечь благословение природы к предстоящим полевым работам. Однако в этот день существовал также один запрет. Крестьяне ни в коем случае не надевали новые лапти. Этот обычай хоть и казался таким вот незначительным, но все же он имел своеобразное объяснение. По мнению наших предков, непослушание этому запрету могло привести и к неудачам, и к всевозможным проблемам. Верили, что шея будет скрипеть на протяжении всего дня, если новые лапти будут надеты именно в этот день, 17 марта. Также 17 марта – это особый день в народной традиции, который был связан с изгнанием кикиморы, злого домашнего духа, преследующего семью и приносящего всевозможные несчастья в дом. Согласно народным представлениям, Герасима Грачевника считали единственным временем в году, когда можно было попытаться избавиться от кикиморы. В этот день дух становился особенно послушным и смирным, что создавало уникальную возможность для хозяев дома избавиться от его влияния. Кикимора, согласно мифологии восточных славян, была злым домашним духом, маленькой женщиной-невидимкой, которая обитала за печью. Ее присутствие в доме сопровождалось различными неприятностями: разбитой посудой, спутанными нитками, разбросанными вещами и другими проявлениями хулиганства. Однако, в отличие от домового, которого нередко принимали с радостью, кикимора была весьма нежелательным гостем. Ее капризы и проказы могли причинить массу неудобств и неприятностям хозяевам дома. Верили, что ее присутствие сулит беду и несчастье, особенно мужчинам и детям. День Герасима Грачевника становился временем надежды для многих семей, которые жили в страхе перед капризами кикиморы. Хозяева с нетерпением ждали этого дня, надеясь на помощь святого Герасима в освобождении от злого духа. В борьбе с кикиморой крестьяне использовали различные средства и обряды. Один из них – использование шерсти, которую клали под шесток. Верили, что это действие поможет изгнать кикимору и, конечно же, и предотвратить в том числе и ее возвращение. Кроме того, 17 марта – это день, когда наши предки считали, что это идеальный день для проведения различных обрядов и ритуалов, направленных на очищение и на привлечение удачи. И один из самых распространенных обычаев этого дня – это была генеральная уборка. Считалось, что чистота в доме не только приносит комфорт и благополучие, но помогает изгнать из него все плохое и негативное. Поэтому в этот день наши предки старались мыть все углы, проветривать помещения и разбирать шкафы. Все это было направлено на создание гармонии и порядка в доме. Также вечером 17 марта многие семьи собирались за большим столом, чтобы отметить это особенный день вместе с родными и с друзьями. Издревле считалось, что чем веселее и радостнее проходит этот праздник, тем больше вероятность того, что наступающий год будет и щедрым, и будет удачным. Поэтому важно было создать, конечно же, атмосферу праздника, наполнив стол всевозможными лакомствами и приглашая гостей на веселые посиделки. Еще одним интересным обычаем этого дня было то, что выбрасывание старой обуви. Считалось, что вместе с ней уходят и злые духи, которые могли причинить беду и несчастье. Такой обряд символизировал начало нового этапа избавления от прошлых проблем, открывая путь к новым возможностям и к новым перспективам.
Также, друзья, обращаем ваше внимание, что 17 марта в этом году у нас с вами 7-й последний день Масленицы, который в народе прозвали как Прощенное воскресенье. И, конечно же, Прощенное воскресенье несет в себе глубокий духовный смысл и является важным периодом в жизни каждого верующего. Этот день отмечают завершение Масленичной недели и, соответственно, вступление в Великий пост, символизируя тем самым начало времени воздержания, молитвы и духовной очистки. Однако, помимо духовных аспектов, Прощенное воскресенье также призывает к примирению и к прощению между людьми. Согласно древним традициям, в Прощенное воскресенье каждый человек должен просить прощения у своих близких, у своих друзей, коллег и всех тех, кто мог быть обижен или, как вариант, задет в прошлом. Этот день призван помочь каждому признать свои ошибки и негативные поступки, освободить свое сердце от обид и злости и начать новый этап жизни с чистым и с благополучным сердцем. Кроме того, Прощенное воскресенье – это идеальный день для восстановления нарушенных связей и восстановления добрых отношений. Если у вас возникли конфликты или разногласия с кем-то, этот день предоставляет возможность расстаться с обидами и стремиться к примирению и к согласию. Важно помнить, что прощение не только помогает очистить душу от тяжелых чувств, но и способствует созданию гармоничных и доброжелательных отношений в обществе. Прощенное воскресенье – это день, который завершает у нас с вами масленичную неделю и сопровождается древними поверьями и народными приметами, связанными с предсказанием будущего урожая и погоды на весну. Кроме того, в этот день природа может нам дать очень важные советы. И одной из таких вот старых народных примет является поведение птиц в этот день. Если в Прощенное воскресенье птицы затихают и тучи закрывают солнце, это считается предвестником неудачного урожая. В случае, когда птицы исполняют свою трели, а небо ясно, можно ожидать успешного года с богатыми всходами и изобилием плодов на полях. Также считается, что последний день Масленицы можно использовать для предсказания погоды на будущую весну. Если день солнечный, безоблачный, это воспринимается как предвестник теплой и благоприятной весны с обильными солнечными днями и, конечно же, теплыми ночами. Однако, если наблюдается пасмурное небо и сильный ветер, это может предвещать дождливый и прохладный грядущий сезон с частыми дождями и холодными периодами. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 17 марта в день Герасима Грачевника. И один из главных запретов этого дня касался обуви. По преданию, новая обувь, только что купленная и не разношенная, может стать пристанищем для кикиморы, злого домашнего духа, приносящего неудачу и неприятности. Поэтому надевание новой обуви 17 марта считалось неблагоприятным знаком. Те, кто нарушает это правило, могут столкнуться с негативными последствиями, такими как сильная головная боль или какие-либо другие неприятности. Однако не стоит забывать и о других аспектах этого обряда. Помимо запрета на новую обувь, также не рекомендуется сегодня ходить в старой и изношенной обуви, так как это может привлечь недуги и несчастья. Поэтому в день Герасима Грачевника важно выбирать обувь, которая уже была использована, но при этом не является совсем старой или изношенной. Это поможет избежать любых негативных последствий и обеспечит защиту от злых духов, которые, согласно народным поверьям, могут причинить вред и беспокойство в доме. Также в этот день не рекомендуется ходить к стоматологу. Дело в том, что лечение зубов в этот день может привести к ухудшению здоровья. Считается, что именно в этот день организм особенно уязвим, поэтому любые медицинские процедуры могут не принести ожидаемого результата или даже усугубить состояние здоровья.
Кроме того, в день Герасима Грачевника не рекомендуется совершать крупные покупки. По народным поверьям, от таких покупок не будет толка, а лишь будут накапливаться много хлопот и проблем. Поэтому лучше отложите покупки на другой день. Также в этот день не стоит планировать длительные путешествия. Дело в том, что такое путешествие будет неприятным и полным разочарований. Кроме того, в этот день уделите внимание грязным коврам и половикам. Дело в том, что в них может застрять накопленная грязь, негативная энергия, и это может привести к неприятности. Поэтому рекомендуем провести в этот день генеральную уборку, подмести, пропылесосить, помыть полы и вытрусить обязательно ковры, коврики, половички. Все плохое таким образом вы удалите из своего дома и тем самым обеспечите чистоту и гармонию. Кроме того, в этот день, 17 марта, не стоит громко смеяться. Дело в том, что считается, что таким образом нечистая сила может прийти на громкие звуки и принести беду. Однако и грустить тоже не стоит, так как это может привлечь тоску и уныние. Поэтому лучше сохраняйте спокойное и умеренное настроение, чтобы избежать негативных последствий. Также в этот день, 17 марта, не стоит признаваться в любви. Ни к чему хорошему это не приведет. Также в этот день не стоит повышать голос на кошек или применять к ним какое-либо насилие. Считается, что это может привести к серьезным проблемам, к ссорам с близкими и, соответственно, к негативным последствиям. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 17 марта, по народным приметам, традициям и обычаям. Прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, друзья. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.